Они как будто знают, что у меня будет сейчас паучиха. Взяли трех танцовщиц. Вот вам и паучиха во всей красе. Так нужно преследовать на паучихе. Оп. И сразу стан дает. Молодец. Сокращает мне время мучения. Бум. 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 Научились играть на паучихе немного. Санти Девил, это тот, кто, кстати говоря, мэнилит охотников, что-то не с 3 аккаунтов. Лютый драчун. 92% винрейта, несбалансированный винрейт. Прикол. Зелено-пинговый чел не попал мечом. И... Серьезно? Доброго времени суток, рад вас приветствовать на своей Twitch трансляции, где мы будем смотреть на новую измененную паучиху, которая, конечно же, не новая, но немного откорректированная. В общем, как я понял, паучихи изменили лишь одни паутинки в плане длительности ускорения, поскольку когда вы ставите несколько паутинок в ряд, вот как я сейчас криво выставляю, ставлю их, то ускорение, оно все так же на 2 секунды работает. Увы. С этого можно сделать вывод, что паучиха нынешняя не совсем мета. Она будет немного сильнее, чем предыдущая, но не намного. Ведь основная тактика на паучихе таки не изменилась, вы должны выставлять в удобный для вас тайминг несколько паутинок, начиная от 2, заканчивая 3, чтобы догнать хоть как-то выжившего и нанести ему хит. А если вы будете пользоваться одной лишь паутинкой, а это по сути апгрейд лишь для тех, кто не умеет играть на паучихе и на одной паутинке любит покататься довольно-таки часто, то вы от этого мало что тогда и сейчас можете получить. Вряд ли вы догоните выжившего, вряд ли вы сможете нанести ему удар, и вряд ли это будет вообще в целом разумная трата паутины. Я без понятия, почему это у меня в плейлисте находится. Но я только сейчас заметил, что нам выпала неимоверно крутая карта, и на ней мы сможем сделать многое на паучихе. Замечательная карта. Успею? Не успеваю, потому что паутичина опять как попало выставляется. Хотелось бы скорее найти выжившего, прокатиться к нему на паутинке, но как обычно все. Не думаю, что стоит здесь за сурвиком пытаться идти, потому что это проблемная карта. Тем более это жрица. А там никто не доходит, да? Но при этом там кто-то появился. Прикол. Это довольно-таки сильная конструкция, но паучиха ее контрит, по сути. Люди пробуют играть на измененном докторе. Но это тупо именно вот так вот хилиться против паучихи, потому что паучиха это паучиха. Паучиха наносит харачковые хиты вдобавок. Ей абсолютно плевать на отхил такого типа у доктора. Так, надо в центр садить. По всей видимости, потому что там докотится машинка. Не успела зайти жрица. Доктор прямо на меня выбегает. Ну и дурной доктор. С такими успехами вы мало что сможете получить. Кстати, я только сейчас видел, что оказывается ее лишки, те, которые хорочки, они на определенном расстоянии пропадают.
Вроде как обычно не пропадает, а вот это вот эти вот смороженые, они пропадают. Странный аксессуар. Еще прошу подметить, что на удивление в первом матче на новой паучихе, ну как новой, на немного измененной паучихе, нам игра дала сыграть зеленым пингом. Возможно, жрица уже отхилилась. Жрица очень быстро сама отхила. Ну нет, она продолжила вопрос. Почему ты решила отползти? Чтобы что? Так, я хочу ту в кокон завернуть и не дать при этом, чтобы она встала. О, это было тупо. Нельзя перед нокнутыми за паучиху паутину поставить. Иначе нокнутый поднимет ее, он как бы будет под действием паутины, но при этом это будет все-таки нокнутый сорвик, который мало что получит от того, от той паутинки, которая поднимет. Странно, почему я не попадаю. И почему у меня вообще курсор в другую сторону повел? Паучиху. Давно я не видел, как мерчанша падает из-за того, что она нокнутая и садится на катапульт. Чудики, которые против меня не играют, видимо, не в курсе, потому что им паутинку нужно снимать, чтобы они были беспалевными. Но только как через всю карту могу видеть сквозь текстуру. В этом паучиха тоже хороша, но относительно бесполезный талант, или как-то можно обозвать, навык у нее. Какая классная карта и как много жриц. Но порталу этих все равно не хватает, чтобы нормально бегать от паучихи. Кстати, возможно, эти выжившие что-то знают, потому что они вроде как специально пытаются паутинку подобрать. Когда вы играете против паучихи, да, действительно нужно подбирать паутинку, чтобы паучиха оказывалась в удобной для себя ситуации, тогда, когда у нее нет паутинок для ускорения, тех, которые она до этого вставляла. А тут сырых, видимо, не знает то, что через эту стену нельзя поставить портал, потому что эта стена считается стеной, перед за которой нет уже ничего, просто пустая карта. Хочу полетать на паутинке немного. Жрица здесь, и ее дыхание было слышно. Классные хитбоксы. Да, я оценил. Нет, я уже не успеваю, зря. Лучше бы я потратил блинк, чтобы выстрелить паутинкой более точно. Только конец портала я не видел, куда она выставляла. Тут я поступил, надо было посмотреть перед тем, как разрушать портал. Но они точно не здесь. Кстати, от расстояния сумма на выставление паутин немного понижается, но все равно довольно-таки невыгодно выставлять паутину тогда, когда вы не преследуете кого-то. Видимо, она на самом краю карты с другой стороны была. Или все-таки нет? Может быть, они были на той машинке, но при этом перешли в другую сторону карты, чтобы более безопасно отъехаться. Обожаю паучиху, она иногда такие абсурдные паутинки выставляет.
Но за нее нужно придрачиваться, чтобы выставлять более удобные для тебя паутинки. Тогда, когда тебе надо. А не тогда, когда паучиха захочет тебе паутинку дать. Выставить правильно. Там невидимая текстурка была над тем поребриком. Или как это называется? Походу они все-таки были на той стороне карты. Я просто до конца карты в той стороне не доходил. И получилось так, что у меня слух не сработал на них. Привет. И она не видит. Есть тоже. Данжен недалеко. Тут ее харчками желательно добить было бы. Но она карту не знает, она сбежала только что в тупик. По сути. Так, хочу сделать прикольную махинацию. Поставляю как можно больше паутины, но при этом нужно харкнуть нее, чтобы она быстро не перелезла. Сейчас увидите, что я пытаюсь сделать. Зря. Она срывнулась. В общем, я хотел харкнуть ее, чтобы у нее был максимально медленный перелаз, тем более там же еще и пипер стоит. Мне паутина, она и добавок с пипером медленно бы перелазила. Ну и я, в свою очередь, после выставления третьей паутинки стал перелазить через окно и гарантированно бы успел нанести ей террор, если бы она вдруг захотела перелезть через палец. Было бы круто, но не получилось. Они как будто знают, что у меня будет сейчас паучиха. Взяли трех танцовщиц. Тут должен быть первый сорок. А вот и она. Журналистка. Единственная уникальная выжившая. И уже преследуется. Как они будут ее спасать без своих тайдов? Непонятно. Вот вам и паучиха во всей красе. Так нужно преследовать на паучихе. Не зря сегодня днем в кастке дубль набегался на паутинок. Поставлю на всякий случай, мало ли кто захочет пойти спасти. Эти паутинки в теории должны сработать на замедление, но лучше, конечно, выставлять их на этом пролете, потому что здесь гарантированно выживешь, поэтому там далеко не факт. О, она протупила. Но не успел все равно. Потому что я также протупил. Поздно ее услышал. Ой-ой. Ой-ой, замедление сильное сработало. Ой-ой-ой. Еще одна гадина с шкатулкой своей противной. Не, ну тут только садить, потому что я никак не успеваю ничего предпринять, по сути. Загадят мне тут весь пол с шкатулками и буду бегать со скоростью. Не паучихи, а черепашки. Надо было немного в бок сделать блинк, тогда бы я смог его сделать нормально. Получается, мой блинк сейчас застопорился об ее иллюзию. Поэтому так криво получилось. Но она не пытается управляться. Замечательно. Легендарная иллюзия. Это как раз таки после предпоследней корректировки журналистки вот эта вот ерунда появилась, когда если ты не выставляешь определенную цель для иллюзии, иллюзия тупо начинает идти вперед, как самый простой валенок, которого только можно было сделать в плане хоть какого-то искусственного интеллекта. И с таким ускорением не успеваю.
Ну-ну-ну. Это, возможно, зеленый пинковые гады, поэтому из-за этого я не успеваю. И второй хит. А теперь харчком будем ее добивать. Жалко, что это не та дэнсерша, которая до этого сидела в подвале. Ну, а это тоже посидит в подвале, потому что она недалеко от него умерла. Вообще, дэнсерша — это очень страшная вещь. Они одновременно и декодерши понемногу, и одновременно кайтерши. Потому что шкатулка и на то срабатывает у них. Ладно, пускай эти хилятся. Пробую переиграть их по-умному. Пойду на прайм ошибку и пытаюсь мешать закодить ее. О, кто-то начал лагать. Они просто декодить начали. Нет. Что-то они пытаются сделать мимо декода. Ладно, я уже не успел это свалить. Но у них очень плохая ситуация, потому что они по разным сторонам мейна находятся. И добавок не хватает половины машинки, чтобы получить адреналин для спасения. Лучше бы она замедлялку поставила, а не ускорялку. Прикол. Ладно. Хотел в сторону потом отвернуть, как только понял, что я не успеваю по ней нанести хит. Вот и все. Замедляли меня в подвале, теперь я вас замедляю. До той, может быть, я даже еще успеваю, если сильно постараюсь. Но, скорее всего, мне не хватит времени. Она эти ворота почему-то не захотела открывать. Она на другие пошла. Или что? Она открыла эти ворота? Ну конечно, она выставила две шкатулки, которые вот только что пропали после того, как она ушла. И из-за того, что она быстро открыла ворота, она в них зашла, и поэтому слуха не было. Понял. Понял, принял. Вот, конечно, лютый прикол. Сейчас против меня хрустальный зеленый пятак будет играть. Потому что это Санти Девил. Это тот, кто, кстати говоря, мейнит охотников, что-то не с 3 аккаунтов, является прям на самой верхушке топа по всему серверу за охотников. Лютый драчун. Да, тот самый. 92% винрейта, несбалансированный винрейт. Без понятия, как я буду сейчас пытаться от них отыгрывать. Ну, в кокон, наверное, придется заворачивать почаще. Но не одним коконом, лишь мои дивы. Это кто? Это, возможно, тоже зеленый пинговый срыв. Ну, тут я его переиграл, потому что он ошибся очень сильно. Ну это зараза, видите, он идет прямо в 2-й этаж. Там я ему мало что смогу сделать, только блинков. Все-таки нет. Спасибо на это. Один не сработал. Тут он будет пропеллер свой вырубать. Приколист.
Ок. Ок. А у паучихи совершенно другие хитбоксы. Делом. Так противопаучихи вы не сможете сделать. А вы куда-то свернули или здесь же? Непонятно, потому что не проверишь никак. Видимо, придется китаянку упасть. Можно было попытаться хит без анимации и прописать даже. Угу. Получите маленький хитбокс, поэтому не сработало. Вы хилите, слышу, Джигана с нашей стороны. Круто. А еще здесь распалка может ударить. Ну, до следующего полета ты не добегаешь. Факур тоже должен быть на подходе. Увы, но его нет. Суммарно 2,5 машинки сдалось. Довольно-таки плачевная ситуация. То, что нужно было с блинка добивать эту заразу. И на втором этаже пытаться отыграть от кокона, наверное. Далеко он от данжена не уйдет. А Джиган почему-то здесь захотел остаться. Ладно. Прикол. Зелено-пинговый чел не попал мечом. И... Серьезно? Ладно. Я не против. Молодец. Красавчик. Топ-2 или топ-3 охотник по всему серверу с антидевил. Но, ладно. Глаз замылила в моменте. Так, она где-то здесь должна быть, проспектор. Да, она там. Проспектор уже здесь. Вот о чем я и раньше говорил. У меня вертикальный тип ссылка на паучихи. Аэропланист после фазы спасал. Можно, в принципе, карусельку сделать из посадок на кресло, потому что... Факур, ты будешь пытаться? Ну, пытайся. Нет, не хочет. Я еще специально подождал, выждал тайминг, мало ли вдруг он будет лететь даже тогда, когда я посажу. Но, видимо, ему меча уже не хватит. Поэтому он не рискует. Нам надо сейчас аэропланиста найти, и зато налетело. Это было тупо, это же паучиха, зачем ты так ее станешь? Ок. Но он хотя бы пытался, хотя... Казалось бы, пойди просто отрилься и после этого по-нормальному попробуй спасти. Что мы имеем в итоге? Чудики, которые наконец-то решили похилиться. И аэропланист, который улетает. Так себя уворачивается от ударов. Нет, она не спасет, она не пыталась даже идти в ту сторону. И полуклония так быстро закончилась. Многие ноют насчет того, что какая же она сильная, но при этом палка у нее не долговечная. В принципе, можно потерпеть ее, вот этот ее нрав, но недолго. Терпи и все перетерпишь. Так, зачем она туда спускается? А вот мне даже интересно стало, зачем. Вот зачем ты туда спустилась? Так еще и под паутинкой. Прикол. Быстрый матч. И вообще неожиданно для меня. Я думал, вот тут меня перегенражит или переиграет на мячиках зеленых по пингу.
Но нет, получилось так, как получилось. Лайк Факварду и всем остальным. В общем, мой с драконом вердикт касательно новой, в кавычках, паучихи. Она довольно-таки интересная, но особо сильно ничем не изменилась. Все так же нужно стараться несколько паутинок выставлять в ряд, то есть от 2 до 3, чтобы нормально можно было ловить, наносить удары по выжившим. А иначе вы просто будете, скорее всего, пустую тратить паутинку, но зато одна паутинка вам будет приносить вместо 2 секунд ускорения, 3 секунды ускорения. Немного поприятнее в этом смысле паучиха стала. Однако паутинка как выставлялась криво во время передвижения по паутинкам, так и выставляется криво. Возможно, стало лучше, чем было раньше, потому что раньше, если у тебя совсем был желтый пинг, на большой скорости летел, то паучиха вместо того, чтобы выставить паутинку, часто начинала задерживать паутинку, то есть начинал прицеливаться вместо того, чтобы куда-нибудь выставить ее. Вроде как эта проблема во многом пропала, и спасибо на этом хотя бы разработчикам. В принципе, весьма неплохо выглядит паучиха. Если у вас зеленый пинг часто попадается вам, то почему бы и нет, играйте в удовольствие. Личный персонаж подойдет даже и для желтого пинга, если, конечно, у вас он стабильный, около 150 МС. Вот и все, что хотел сказать про паучиху. Спасибо за просмотр. Не забывайте про полезные ссылки, которые находятся в описании. Микрофоном был Марокко. До скорых встреч.